Привет, народ! Перед вами достойный отпрыск немецкого автопрома. Бенефактор Шафтер LWB. Большой, красивый и внезапно спорткар. Внезапно потому, что по размерам это почти лимузин. Я не возражаю, вы не подумайте. Но довольно странно. Машина не спавнится в сессии, ее можно только купить. Цена составляет $208 тысяч GTA. Для проведения тестов машина подверглась полному тюнингу. Дизайн как под копирку напоминает другие машины от Benefactor. А это обычный Шафтер и Шафтер V12. Отличие в размерах. В остальном все без перемен, строгий, но стильный дизайн. Спортивно и сдержанно одновременно. Комфортабельно и просто. Я не знаю, как немцы творят эту автомагию, но у них машины выглядят шедеврально. Кстати, стоковые диски смотрятся достойно. Нет большого желания менять их. Машина не из дорогих. Среди этой категории трудно найти имеющих много тюнинга. К сожалению, LWB исключением не стал. Можно только чуть-чуть придать машине более спортивный внешний вид. И на этом все. Хотите больше? Берите или старичка Фута, или добро пожаловать за новыми тюнерами. Так вот. Разгон не назвать очень уж спортивным. По мне так старт обычного седана. Машина очень большая. Нужно время, чтобы разогнать эту колесницу. Посмотрим, что будет на финише. А пока насладитесь звуком мотора и музыкой на фоне. Немецкая классика выдала классический задний привод. Немцы любят стабильность. Вот только не надо ворчать из-за луж на трассе. Я ясную погоду настраивал. Все претензии к пряморукости роков. А Шафтер дал понять, что лужи ему не помеха. Тормоза неплохие, как для почти лимузина. Разберемся с удобством управления. Поворот руля сопровождает небольшая задержка. А еще негативно сказывается длинная база. Ощущение как от езды на девятёид. Не то чтобы проблема, но потребуется привыкать к этой особенности машины. При выходе из поворота на скорости дергается задний мост. Занос нельзя назвать неуправляемым, но он присутствует постоянно. К этому тоже придется привыкать.
Плоская змейка проходится тяжело, так как машине сложно быстро менять направление. Амплитудная дается лучше, но не намного. Где вы видели лимузин, лихо штампующий змейку на скорости? Ах, да, в GTA 5. Точно, чуть не забыл, простите. Если очень захотеть, LWB можно и по грунтовке гонять, но ему здесь не очень комфортно. Машину водит из стороны в сторону, а при подъемах она резко проседает по скорости, то есть еще резче, чем теряют скорость машины, просто передвигаясь по грунтовой дороге. Такие дела. В трафике LWB тоже не очень комфортно. Объезжаешь попутную машину передними колесами, а серединой или задней частью машины можно ее зацепить в итоге. И не забываем, что быстро менять направление движения LWB сложно. Не самая лестная характеристика для машины для сессий, правда? И немного об альтернативах. Обычный шафтер не будем рассматривать. Кого удивишь отобранной у ботов тачкой? Кто остается? Правильно, шафтер V12. Он короче старшего брата немного, но все равно заметно. По скорости и динамике, по моим ощущениям, немного быстрее. Стоит едва ли не в 2 раза дешевле. При этом звук мотора сочнее, машина едет агрессивнее. Шафтер V12 сильнее заносит при выходе из поворота. Может даже развернуть. Из-за большей мощности ему труднее выполнять плоскую змейку. Его выталкивает с оптимальной траектории поворота. Амплитудная сложнее из-за избыточной поворачиваемости и мощности мотора. Тормоза заметно уступают старшему брату. В трафике ведет себя нервно, но маневрирует лучше LWB. Шафтер V12 больше подходит под категорию спорткаров, чем LWB. А что выбрать, решать вам. Я назвал вам сильные и слабые стороны машин. Таки все, уважаемые. Обещал, сделал. Если есть вопросы, прошу с ними в Discord или в комментарии к видео. До новых встреч, увидимся.